Если с момента приема пищи прошло хотя бы полчаса, то прямо перед тренировкой я пью протеин. Это помогает мне насытиться и не чувствовать голод еще по меньшей мере пару часов. Вдобавок я получаю белок для роста мышц и аминокислоты для энергии. За уже 14 лет постоянных тренировок и диет мой метаболизм работает таким образом, что я не чувствую тяжести от еды, даже если поем, а потом выпью протеин прямо перед тренировкой. Также я добавляю предтренировочный комплекс для еще большей энергии. Я всегда делаю кардио до тренировки, чтобы разогреться. Чем старше становишься, тем возрастает потребность в кардио. Надо больше двигаться, это продлевает жизнь. Сейчас у меня период массонабора на подготовке к соревнованиям. Хотя в натураху такое произносить, наверное, это кощунство, так как я стараюсь набирать естественными способами. Знаете, зачем бодибилдеры делают кардио? Чтобы больше съесть. Сейчас на кето-диете я ем по 5000 калорий ежедневно. Всегда начинайте тренировку с хорошей разминки. Суставная гимнастика снизит риск получения травмы. Разминка перед тренировкой повышает эффективность тренировки за счет выброса адреналина и стимуляции симпатической нервной системы. Это помогает тренироваться интенсивнее. Улучшенное кровообращение мышц расширит капилляры и увеличит доставку кислорода и питательных веществ. Сегодня у меня день грудных мышц, поэтому я прогреваю плечи как наиболее травмоопасный сустав. Стараюсь нагнать в мышцы больше крови и хорошо размять сам сустав. И немного крови в бицепсы и трицепсы. И еще больше крови в плечи. Я очень уважаю базу, поэтому первым упражнением у меня почти всегда классические отжимания. Вдобавок это еще неплохо разомнет суставы и нагонит крови в нужные мне мышцы. Тут я делаю 3 подхода по 15 раз. И снова база. Первым упражнением в моей программе идет жим лежа. В этом упражнении следите за техникой и не гонитесь за весами. Одна травма тут может стоить вам всего спортивного долголетия. Хорошо прогибайтесь в спине, опустите плечи и немного сожмите лопатки. Я всегда работаю по принципу пирамиды, начиная с маленьких весов и постепенно добавляя длины на штангу. Такой подход хорошо прогревает мышцы и помогает подойти к большому весу подготовленному. Тут я не считаю подходы. Работаю как чувствую, добавляя вес плавно от подхода к подходу, стараясь прочувствовать каждое волокно и подготовить себя физически и ментально к новому рекорду. Я люблю работать по принципу пампинга. Быстрые, но плавные движения с максимальной концентрацией на проработку мышцы. Чувствуйте то, что качаете, а не дергайте свои суставы. У вас должна быть налажена связь мозг-мышца, тогда дополнительный импульс будет идти с головы, и вы сможете прокачать мышцу еще лучше. На больших весах я использую тяжелый атлетический пояс. Это помогает поддерживать брюшное давление, дает большую устойчивость и дополнительную точку опоры для позвоночника. Прогибаясь, я как бы немного ложусь на пояс, а брюшное давление помогает поднимать тяжелый вес легче. Между подходами я растягиваю мышечные фасции. Растяжка между подходами нужна для того, чтобы ваши мышцы быстрее и полноценнее восстановились между подходами. Мышцы на 30% состоят из мышечных фасций.
Когда вы работаете в стиле пампинга на 8-12 повторений, растяжение фасции, работающей мышцы между подходами, способствует еще большему росту, потому что если футляр, обволакивающий мышцы, будет жестким, то будет затруднен процесс увеличения объема мышц. Однако при тяжелой работе большими весами на небольшое количество повторений, растягивая фасции, мы ослабляем естественную пружинность фасции, что в перспективе может привести к травме. Поэтому все хорошо в меру. Старайтесь чувствовать свои мышцы и что им нужно в данный момент. Лично для меня небольшое растяжение между даже тяжелых подходов ускоряет восстановление и увеличивает мои силовые показатели. Мой рекорд в жиме 180 кг на 2 раза при собственном весе 87 кг в мои 20 лет. При том, что я никогда не работал в пауэрлифтерском стиле. Последние годы в моей соревновательной карьере я много не жал. А когда я вернулся из армии 2 года назад, то едва мог выжать 100 кг на один раз. За 2 года на кето-диете, то есть я совсем не ем углеводов, и без использования какой-либо фармакологии, я выжил 150 кг на один раз при собственном весе 84 кг. Но это будет несколько позже. Сегодня мне поддались только 140 кг, правда мой вес пока еще 82 кг. Дальше снова база. О да, больше базы, детка. Теперь я работаю над верхом грудных мышц и делаю тот же жим, но уже под углом в 30 градусов. Тот же принцип тут. От небольших весов на 10-12 повторений до подходов, пока я не сделаю всего от 4 до 6 повторений. Никогда не жму наклонный жим на раз. Считаю это очень травмоопасно. Как вы видите, я не разгибаю локти до конца. А зачем? Полное разгибание в локтевом суставе осуществляет трицепс, а я качаю грудные. Поэтому максимальная концентрация для груди. Я дополнительно сам держу напряжение в грудных мышцах по ходу всего подхода. Я чувствую, что еще осталось немного сил, поэтому добиваю грудь дроп-сетом. Скидываю вес и продолжаю работу без отдыха, пока не дойду до отказов в каждом подходе. Все еще есть силы. Продолжаем. Когда вес становится легким, я дополнительно еще сильнее напрягаю мышцы, чтобы они горели всю амплитуду. Дополнительная прожимка мышц после подхода даст вам еще больше крови в работающей мышце. Впоследствии немного увеличит их жесткость, а также поможет увеличить болевой порог, чтобы уметь контролировать и держать убитые мышцы в напряжении во время упражнений, когда это надо, или на сцене, когда их сводят.
Переходим к разведениям с гантелями лежа под углом 30 градусов. Наконец, изолированное упражнение. Также для акцента на верх грудных мышц. Благодаря разводке вы сможете с максимальной точностью фокусировать нагрузку в необходимую область грудных мышц, поскольку в отличие от жимов здесь задействован один сустав – плечевой. Я люблю делать это упражнение после жимов, поскольку я чувствую, как оно максимально растягивает забитые мышцы и мышечные фасции. Обратите внимание, как я скидываю гантели. Это более безопасный способ, чем класть их на пол, когда вы перегружаете плечевой сустав, мышцы рук и предплечья. Лайфхак в этом упражнении. Небольшое сгибание рук в локтевом суставе в нижней точке позволит снизить нагрузку на предплечья и бицепсы. При этом за счет облегченной биомеханики упражнения вы сможете поднять больше вес. Я меняю программу тренировок каждые 2 месяца, но порядок упражнений могу менять на каждой тренировке в зависимости от моего настроя. То есть иногда я прихожу в зал, еще не зная своей программы, и по ходу понимаю, что я хочу делать и в какой последовательности. Для такого чувства собственного тела вам надо потренироваться несколько лет. Думаю, не меньше 6. Почему бы и нет? Дальше переходим к одному из самых любимых упражнений Арнольда Шварценеггера для груди – сведению рук в кроссовере. Своеобразная разновидность тех же разведений лежа с гантелями. Только тут я фокусирую нагрузку на нижнюю часть грудных мышц, сводя руки перед собой вниз. И поскольку я люблю доводить мышцы до полного отказа, делаю суперсет с отжиманиями. Но чтобы у меня совсем не осталось сил в конце, добавляю на себя 25-килограммовый блин. И делаю медленные отжимания, чтобы было еще тяжелее. Долго опускаясь в негативной фазе, чтобы больше задействовать так называемые медленные мышечные волокна. И таких 3 подхода по 6-10 повторений в зависимости от оставшихся сил. Когда я только начинал заниматься, в моем подвальном зале при школе такого станка не было. А после, когда его закрыли, вовсе пришлось тренироваться полгода дома. Я, наверное, как и все, включал тренировки Арнольда Шварценеггера и тренировался под музыку оттуда.
Постоянно смотрел на это упражнение и мечтал, как буду когда-то делать его. Да, вот о чем я мечтал в свои 14. Когда мы наконец переехали из поселка в город, я записался в тренажерный зал. Угадайте, какое первое упражнение включил в свою тренировку груди. Правда, любимым оно у меня так и не стало. Могу сказать, что для меня все же это жим лежа. Такой сет с отжиманиями в конце тренировки сможет проделать далеко не каждый. Я люблю отжимания. Выигрываю каждое соревнование по отжиманиям, где участвую. Даже на Олимпии в Вегасе, это при том, что оно было после моего выступления на этой Олимпии по бодибилдингу. То есть мое тело было изрядно измучено, а против меня помимо спортсменов тогда отжимался морской пехотинец армии США. Кстати, эта девушка тоже служит в армии США. Пресс я качаю 2-3 раза в неделю, всегда разными упражнениями. Прямая мышца живота довольно выносливая мышца, которая работает во всех упражнениях, да и в течение дня. Поэтому ей надо уделять больше времени, меняя упражнения от тренировки к тренировке, чтобы мышцы не привыкали к нагрузке. Сегодня я делаю 3 сет без отдыха на римском стуле в 3 подходах. Сначала вскручивание с весом 20 кг в руках. Затем короткие скручивания также с 20 килограммами на себе. И добиваю такими же скручиваниями без веса. После переворачиваюсь и делаю обратное скручивание с подъемами таза на низ живота. Я дополнительно держу напряжение по ходу всей амплитуды и стараюсь не расслаблять пресс в верхней точке, а сжимать его еще сильнее. Еще один совет, который получится только у достаточно натренированных людей. При опускании ног держите поясницу прижатой к скамье. Это выключит из работы саму поясницу и максимально включит мышцы пресса. Постарайтесь растянуть пресс, а не бросить ноги и напрячь поясницу. И напомню, это только первый подход. Если вы думали, что это все, то нет. Тренировка заканчивается после растяжки. Растяжка после тренировки увеличивает эластичность мышц и подвижность суставов. Это повышает скорость восстановления и снижает риск травм в будущем. А также за счет повышения кровообращения снижается боль в мышцах после тренировки. Отдельные упражнения у меня укрепляют мышцы шеи и восстанавливают гибкость и подвижность позвоночника. Итак, только что закончил свою тренировку грудных мышц, потренировал ее за час и около 10 минут потратил на то, чтобы потренировать пресс. И, собственно, я здесь, чтобы выпить свой посттренировочный коктейль, протеин. Самое важное в тренировках – это восстановление. Убить мышцу можно и за полчаса. Самое важное, на что вы должны уделять внимание, это восстановление. Восстановление – это ваше все. Правильно ешьте, пейте витамины, спортивное питание, высыпайтесь, следите за режимом дня. Все это очень сильно важно и влияет на ваш мышечный рост,
и на выделение гормона роста, тестостерона, который непосредственно влияет на выжигание жировой прослойки, ваше самочувствие, ваше здоровье и то, как растут ваши мышцы. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Тренировка получилась просто убийственной. Посмотрите, как сводят грудные мышцы. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий по теме. Это очень помогает развитию канала. Хороших и безопасных тренировок, друзья. И всего вам доброго.